Приветствую вас. Тема нашего расклада сегодня это Иран. Посмотрим остаток 24 и 2025 год. Жезлов. Наверное, это будет самый тяжелый мой расклад вообще за всю историю моих раскладов. Так, в чем заключается сложность? Значит, если мы посмотрим гражданское население, здесь у нас падает рыцарь мечей, семерка жезлов и девятка мечей. То есть это могут быть, допустим, и атаки гражданского населения, это может быть, допустим, и какая-то гражданская война. То есть здесь огромное количество вариантов, не знаю, что из этого проиграется, но дам со своей стороны трактовки, вот как я их вижу. Значит, если мы говорим про государство в контексте 2025, остаток 24 и 2025 год. Значит, есть арканы, которые я буду уточнять в процессе, но начнем, наверное, с очевидных вещей. Значит, королева кубков здесь у нас падает в качестве энергии периода, пятерка мечей и старший аркан башни. Начнем мы с королевы кубков. Это такая активная дипломатическая работа, это особое внимание, направленное на гражданское общество, это ведение диалогов, переговоров. Здесь у нас могут быть попытки стабилизировать сложную и непростую ситуацию. Вопрос только, чего она будет касаться, потому что королева кубков, пятерка мечей, старший аркан башни может проигрываться, например, как какая-то диверсия, какие-то атаки, уничтожение инфраструктурных объектов, это могут быть террористические акты, это может быть высокий уровень преступности, например, внутри страны. То есть это какая-то подрывная деятельность, которая будет дестабилизировать и правительственный аппарат, и разрушать достаточно серьезные инфраструктурные объекты. Можно сказать о том, что в буквальном смысле Иран находится в военном конфликте, потому что внутри страны разворачиваются такие достаточно активные действия. Но вот эти арканы мы можем считать и в контексте борьбы за власть. Например, это может быть убийство каких-то лидеров, ликвидация, например, правительственного аппарата, создание какого-то нового, как один из вариантов. Значит, с точки зрения военной инфраструктуры, это может быть уничтожение военных каких-то баз, там, не знаю, прилеты, снаряды, все что угодно. Это может быть дестабилизация правительственного аппарата, если мы не рассматриваем смену правительства, либо лидеров. Это могут быть, значит, теракты. И еще королева кубков, пятерка мечей, старший аркан башня. Это могут быть еще какие-то, знаете, и революционные движения, и сепаратизм. Про сепаратизм я чуть позже расскажу. Значит, если мы говорим про цели и задачи Ирана, ну, в контексте остатка 24 и 2025 года, здесь у нас тройка пентаклей, король мечей и двойка пентаклей. Значит, это может быть выстраивание работы, связанной с вооруженным сектором, это может быть выстраивание взаимоотношений с другими странами, которые обладают военным каким-то потенциалом, различного рода технологиями, установление экономического и военного сотрудничества, подписание бумаг. Здесь у нас может быть предоставление услуг, в том числе с точки зрения военного вооружения, потому что тройка пентаклей, король мечей и двойка пентаклей рассматривается производственный военный сектор как дополнительный источник заработка, попытка диверсифицировать, например, какие-то риски, если мы говорим про экономический аспект, потому что здесь есть необходимость восполнить баланс, укрепить какие-то позиции, найти альтернативный источник дохода. Еще тройка пентаклей, король мечей, и главное мне выдержать
этот расклад. Значит, это может еще говорить о работе в нескольких направлениях, если мы говорим про военный блок. Здесь у нас могут быть кадровые перестановки, если мы говорим про вооруженные силы. Значит, у нас могут быть ведения каких-то скрытых дипломатических, например, вопросов, опять-таки по линии, допустим, вооружения. И еще тройка пентаклей, король мечей и двойка мечей – это приглашение, либо найм на работу специалистов в узкой военной сфере. Если мы говорим про восьмерку пентаклей и король мечей, это прям промышленный сектор, большие производства, а тройка пентаклей и король мечей это все-таки какое-то узконаправленное мастерство, то есть специалисты в чем-то, на чем-то фокусируется и разбирается в какой-то узкой теме. Двойка пентаклей – это, допустим, внештатные сотрудники, это могут быть, допустим, найм людей, либо сотрудничество людей, с людьми, которые не находятся на территории страны. Еще тройка пентаклей, король мечей и двойка пентаклей может говорить о поддержке военными какими-то товарами, услугами для союзников, но не бесплатно, соответственно. Еще тройка пентаклей, король мечей и двойка пентаклей нам говорит о нахождении какого-то определенного баланса. Поиск баланса, сохранить какую-то определенную стабильность с применением в том числе силы. Если мы посмотрим на внешнюю политику Ирана в тот период, который мы обозначили. Колесо фортуны, верховная жрица, старший аркан Шут. Шута я уточню, наверное, в конце расклада, чтобы не запутаться. Значит, это смена курса, это ведение скрытых каких-то переговоров, это получение каких-то разведданных, это движение в каком-то новом направлении. Надо, конечно, уточнить и колесо фортуны, и верховная жрица, и старший аркан Шут. В контексте вот этих арканов, правительственных тоже арканах, мы можем предположить о том, что речь идет о достаточно серьезной трансформации с точки зрения внешней политики. Это могут быть какие-то новшества, это могут быть какие-то скрытые, значит, альянсы, создание каких-то новых союзов. Они носят достаточно скрытый характер. Плюс тайная дипломатия. Еще колесо фортуны, верховная жрица, старший аркан Шут, может происходить какая-то внештатная ситуация, например, со стороны других стран, которые может сказаться неблагоприятно, например, для Ирана, и Ирану придется действовать там силовым методом, где-то, значит, как это сказать, нести потери, ну, в такой вот краткосрочном периоде. Я, наверное, может быть, сделаю расклад на Иран, на соседние страны, и вообще, если мы говорим про долгосрочную стратегию Ирана, для того, чтобы можно было вот и детализировать как раз-таки эти арканы. Если мы посмотрим на внутреннюю политику, то здесь у нас старший аркан Луна, двойка мечей и восьмерка мечей. Как это может проигрываться? Значит, обращаем внимание, королева кубков, пятерка мечей, значит, башня. Здесь у нас старший аркан умеренность, восьмерка кубков это вот миграция, значит старший аркан сила Иерофант, рыцарь кубков. Кстати, еще хотел сказать, что колесо фортуны, верховная жрица и старший аркан Шут это оказание кому-то гуманитарной поддержки. То есть это не скрыто уже, это прям открыто кого-то поддерживает там, с точки зрения, там, не знаю, гуманитарной поддержки. Да. Старший аркан Луна, двойка мечей и восьмерка мечей, это может проиграться, например, как все, что связано там с климатом, землетрясениями. Здесь также могут быть какие-то непрозрачные ситуации, которые могут происходить во власти. Это может быть блокировка одних, это может быть назначение других, это может быть какое-то устранение, какие-то, не могу сказать, что громкие дела, но какие-то заточения, потому что старший аркан Луна, двойка мечей и восьмерка мечей, это как чистка, допустим, правительства, каких-то настроений нестандартного характера, которые могут мешать правительству реализовывать свою политику. О каких настроениях здесь может идти речь? Про климат всякие там я уже сказала. Значит, вот у нас здесь выпадает следующая комбинация аркана. Восьмерка кубков, королева пентаклей, семерка мечей. Значит, если мы говорим про
само государство. Какие-то люди могут, допустим, заниматься сепаратизмом. Восьмерка кубков, королева мечей – это отстранение, это децентрализация власти, это потеря, скажем, или усиление каких-то областей, каких-то регионов, которые могут находиться внутри Ирана, и попытка вести какую-то самостоятельную либо подрывную деятельность по отношению к правительству. Значит, это могут быть, если мы про климат рассматриваем, это могут быть миграции людей на какие-то безопасные территории. Значит, то есть такой вариант тоже рассматриваем. Значит, старший аркан Луна, двойка мечей, восьмерка мечей. Значит, рыцарь мечей, семерка жезлов, девятка мечей, плюс вот эти вот арканы. И если вдруг так произойдет, что за тот период, который мы разговариваем, появятся какие-то новые харизматичные лидеры на каких-то территориях, которые могут заявлять о себе, то они подлежат в буквальном смысле либо тюремному заключению, либо ликвидации, потому что ключевой задачей здесь будет сохранение баланса, стабилизация обстановки, усиление, допустим, правительственного аппарата. Поэтому здесь могут использоваться и силовые какие-то блоки, вплоть там до вооруженных, например, сил. Это могут использовать разведку для, значит, зачистки диверсантов, провокаторов и так далее и тому подобное. Здесь у нас может происходить усиление религиозного аспекта, усиление традиций и ведение, безусловно, каких-то дипломатических работ. И еще вот эти арканы, старший аркан Луна, двойка мечей, восьмерка мечей, плюс вот эти вот арканы могут нам говорить о том, что могут быть различного рода провокации со стороны каких-то внешних акторов. Это старший аркан Луна, двойка мечей, это те, кто действует незаметно. Это могут быть вражеские разведки, это могут быть собственные граждане, но завербованные, допустим, кем-то. Старший аркан Луна, двойка мечей, восьмерка мечей, опять-таки повторюсь, это террористические акты, это какие-то нестандартные, нетипичные ситуации, благодаря которым правительству необходимо держаться в тонусе. Еще это попытка, с одной стороны, сделать послабление для граждан, например, выйти на какие-то переговоры, на какие-то диалоги, но и тем не менее здесь особо буйных будет как-то ликвидировать, я, наверное, так скажу. Если мы говорим про ситуацию внутри страны, рыцарь мечей, семерка жезлов и девятка мечей. Значит, рыцарь мечей, семерка жезлов, это могут быть такие, как гражданские проявления, это может быть, например, гражданские какие-то столкновения, это могут быть, допустим, какая-то подрывная деятельность, это могут быть атаки с воздуха. Опять-таки, не буду повторять все признаки военного противостояния. Семерка жезлов, девятка мечей, люди могут как-то высказываться, допустим, о необходимости поддержки. А еще вот эти арканы могут нам говорить о том, что в обществе существует какой-то раскол. Значит, одни атакуют, другие защищаются, третьи боятся, и такая какая-то суматоха. Еще вот эти арканы могут, например, говорить о формировании каких-то поставнических сил, то есть силы, которые могут противодействовать. Это формирование может быть какой-то альтернативной силы, это как, например, как это правильно называется, когда граждане самоорганизовываются для того, чтобы противостоять каким-то силам. Еще это оказание поддержки в том числе. Но опять-таки не буду повторять про всякие там климаты, потому что восьмерка мечей все-таки для меня это сложный аркан, а здесь то, что скрыто и очень похоже и на народ, и очень похоже на природу и все, что связано, особенно если мы говорим там в контексте воды, в контексте земли тоже. Посмотрим, как это проиграется. Пока ничего не могу сказать. Шестерка мечей, десятка мечей и тройка жезлов. Это если мы говорим в контексте скрытых позиций. Значит, шестерка мечей, десятка мечей, тройка жезлов. В контексте Ирана это могут быть со стороны, например, каких-то соседей, совершение каких-то актов насилия. Это может быть проведение каких-то прокси мероприятий, потому что по тройке жезлов есть какие-то союзники. Значит, в отношении Ирана могут уничтожать его союзников, наносить им какой-то вред, особенно если мы говорим про контекст Грузии,
грузоперевозок, водных перевозок, авиаперевозок. Значит, здесь могут быть в скрытых позициях различного рода переговоры по урегулированию сложных вопросов, но эти переговоры, скорее всего, не закончатся чем-то позитивным. Еще это могут быть устранения союзников Ирана, но и Иран тоже может проводить какую-то подрывную деятельность по отношению, например, к своим врагам, либо с теми странами, либо с теми силами, где есть определенного рода противостояние. Еще шестерка мечей, десятка мечей и тройка жезлов. Значит, у Ирана есть риск потери, допустим, какой-то портовой инфраструктуры, я не знаю, есть ли какие-то ключевые узлы логистические по воде для Ирана, но они могут действительно пострадать, тем более пятерка мечей, старший аркан башня и королева кубков. Водная среда, атака на какую-то инфраструктуру. И здесь он может ослабить свои какие-то позиции, если мы говорим про взаимодействие с другими странами. Значит, то же самое касается аэропортов, дорог, то есть здесь может быть какая-то подрывная деятельность, если мы говорим про вражеские силы. Но и альтернативный Иран тоже может действовать в скрытой позиции, особенно если мы говорим про врагов. Значит, экономический аспект. Здесь у нас старший аркан умеренность, королева жезлов и пятерка кубков. Умеренность – это выделение денег на медицину, на систему здравоохранения. Это выделение денег, допустим, на какие-то последствия, климатические. Умеренность, королева жезлов, пятерка кубков может нам также говорить о какой-то проблеме, например, связанной с качеством и уровнем жизни гражданского населения. Есть риски, например, они могут касаться санкций. Это могут быть, допустим, в сфере экономического, санкций в сфере энергетического рынка. Еще старший аркан умеренность, королева жезлов и пятерка кубков могут быть какие-то переговоры, связанные с водными ресурсами. Это может быть опять-таки морская какая-то часть, это может быть питьевая вода в том числе, если мы говорим про реки. Потому что старший аркан умеренность, он в большей степени демонстрирует нам какое-то речное пространство. Здесь могут быть какие-то диалоги, но они такие, знаете, как не совсем принесут позитивного результата. Еще королева жезлов, пятерка кубков может нам говорить о каких-то потерях. Значит, пятерка мечей, старший аркан башни, королева кубков. Необходимость защиты объектов, они связаны прежде всего с энергетическим сектором. По старшему аркану умеренность, это могут быть школы, это могут быть, например, медицинские какие-то центры, то есть какие-то социальные объекты, религиозные объекты в том числе будут нуждаться в какой-то дополнительной защите, поэтому на это могут выделяться денежные средства. Значит, по этим арканам я уже сказала. Восьмерка кубков, королева пентаклей и семерка мечей. Это могут быть провокации на каких-то определенных территориях. Это может вызвать, допустим, миграционный процесс. Это может быть подрывная деятельность по децентрализации власти. Еще, если мы говорим в контексте позитивных историй для Ирана, восьмерка кубков, королева пентаклей и семерка мечей нам может говорить о каких-то контролируемых миграционных потоках. Да? То есть, допустим, если будет какое-то негативное влияние для Ирана, особенно с точки зрения национальной безопасности, то он может, условно говоря, открыть какой-то портал для того, чтобы миграция вышла за пределы и тем самым создав трудности для других стран. Если мы говорим в контексте врагов. Значит, здесь про миграцию я сказала. Здесь еще может проиграться ситуация, когда Иран может претендовать на какие-то территории, которые не входят, допустим, в состав страны. Это может быть не увеличение территорий физически, это может, знаете, как сохранение сферы влияния. В таком контексте это может. И Иран, кстати, в контексте внешней политики может отстаивать, в скрытой позиции, интересы, если мы говорим про другие территории с точки зрения сферы влияния. И возвращаясь к вооруженному сектору, здесь у нас падает старший аркан суд.
Старший аркан смерть и пятерка жезлов. Достаточно серьезные арканы, если мы говорим про вооруженный сектор. Значит, страшный суд, семерка мечей, пятерка жезлов могут быть, допустим, ликвидация каких-то ключевых лиц, могут быть какие-то атаки, диверсия. Если мы в позитивном контексте считываем страшный аркан суд, смерть и пятерка жезлов, это проведение необходимых трансформаций. Что это может быть? Это может быть реформирование, допустим, системы вооруженных сил. Это может быть принятие какой-то новой доктрины, отказ от старой, вот в каком контексте они существовали до этого времени, и создание новой. Это значит достаточно глубинные изменения. Старший аркан смерть, пятерка жезлов нам говорит об усилении именно военного блока. Обратите внимание, пожалуйста, на вот эти вот арканы. Плюс обратите внимание на арканы, связанные с правительством. То есть на это будут выделяться и деньги, и средства, и необходимые ресурсы. Это привлечение каких-то специалистов дополнительного характера. Безусловно, здесь у нас просматриваются потери, дезориентация в каком-то смысле этого слова, но если мы в позитивном аспекте считываем эти арканы, то это проведение достаточно серьезной работы по реформированию системы, по укреплению. Здесь у нас может быть набор, условно говоря, новых каких-то сил. Это может быть, знаете, элементы мобилизации, обучения. И обратите внимание, вот здесь старший аркан, не старший аркан, рыцарь мечей, семерка жезлов и девятка мечей. На фоне вот этих настроений здесь могут вооруженные силы действительно укрепиться, но после каких-то потерь, либо после какой-то достаточно серьезной трансформации. Если мы говорим про правительство, не помню, говорила или нет, уже столько всего сказано, значит, укрепление силового блока, урегулирование, укрепление, значит, религиозного блока, и рыцарь кубков – это ведение переговоров. Ну, скажем так, такая нестабильная ситуация, конечно, здесь могут быть и потери, такая немножко неспокойная. Ну, посмотрим, как это проиграется в контексте там 2025 года и конца 2024. Значит, у жезлов у нас на дне колоды. Это в позитивном значении могут быть какие-то новые возможности, но для этого необходимо реформировать вообще всю страну. Обратите внимание, колесо фортуны, верховная жрица и старший аркан шут. Это прибегнуть к помощи, например, каких-то союзников, каких-то сторонников для оказания помощи и поддержки по регуляции вообще всей системы. Еще, если мы говорим про умеренность, королева жезлов, пятерку кубков и вот про вот эти вот арканы, то здесь у нас могут выстраиваться, допустим, какие-то схемы. Это может быть какая-то теневая экономика, которая обеспечит достаточно позитивный приток финансов, в том числе для страны. Верховная жрица, старший аркан шут. Давайте попробуем уточнить. Но здесь вот я правильно все-таки, ну, как бы предугадала, если так можно сказать. Король жезлов, старший аркан влюбленный, старший аркан мир. Это создание новых союзов. Они могут вносить, и здесь Иран может принимать какое-то ключевое участие. Старший аркан влюбленный и старший аркан мир может нам говорить о каких-то крупных международных альянсах, международных таких вот союзов. Еще король жезлов, старший аркан влюбленный, старший аркан мир может нам говорить о тайной, скрытой дипломатии для формирования себе союзников в будущем. Ну, то есть вот в таком контексте. Посмотрим, как проиграется это все. Берегите себя. До новых встреч.